Калининград – мой родной город. В этом ролике я покажу, где я начинал свой путь, и расскажу несколько интересных фактов о нашем крае. А также вы увидите вариант тренировки на все тело для начинающих в моем первом зале. Для начала забежим в зал тяжелой атлетики бронзового призера Олимпиады в Пекине Дмитрия Лапикова. Это был мой первый тренажерный зал, когда я переехал в Калининград. До этого я полгода занимался дома, а когда в свои 15 я наконец обзавелся всем этим оборудованием, то начал тренироваться тут по 3 часа ежедневно. Итак, чтобы было представление, где мы, немного о Калининграде. Калининград окружен Литвой, Польшей и Балтийским морем. Население порядка 500 тысяч человек. Местные говорят, Калининград – это город бледей, дождей и воинских частей. И, пожалуй, я не буду это комментировать. До окончания Второй мировой войны Калининград принадлежал Германии и именовался Кёнигсберг. Кёнигсберг входил в состав Пруссии и даже был столицей этого исторического государства с 16 по 18 века. Почему я затрагиваю историю и как это касается нашего спорта и меня? Ну, во-первых, интересный факт, что Юджин Сэндоу или Евгений Сандов, основоположник культуризма и первый бодибилдер, родился в Кёнигсберге в 1867 году. Это именно его образ вручают победителю турнира «Мистер Олимпия» в виде статуэтки. Обладатели этой награды – самые величайшие бодибилдеры мира. Держу в курсе. Оксана Гришина, которая выигрывала этот турнир в категории фитнес 4 раза, родом из Калининграда. К слову, больше никто из спортсменов со всего постсоветского пространства за всю историю не достиг даже тройки лидерства в крупном профессиональном турнире нашего спорта. А до недавнего времени ближайшее за Оксаной место на Олимпии среди наших было вообще только последнее, 16-е. Снова держу в курсе. Мы двигаемся в поселок Южный, где я прожил свое детство и начал заниматься в тренажерном зале. Он находится на полпути к Багратионовску и границе с Польшей. Население поселка почти 3000 человек. Интересные факты. В детстве у меня не было джетикса, но зато были польские каналы. Да, пшекать я научился раньше, чем узнал о жизни с Луи. Родители, получив зарплату, ездили за продуктами в Польшу, и на каникулах мы с классом ездили в польский аквапарк с учительницей. Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге. Сегодня у нас немного необычный ролик, такой будет немного ностальгический. Я в своем поселке Южном, в котором я родился. Здесь я учился, жил вот в этом доме, учился в местной школе и здесь же занимался в тренажерном зале. Тут я начал качаться. Потом, после 9 класса, я переехал уже в Калининград, после чего уехал в Америку. Сейчас мы находимся около памятного камня в честь авиационного полка имени маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина, моего дальнего родственника, и 288-го отдельного вертолетного полка. Моему прадеду он является двоюродным братом. Я виделся с его женой Марией Кузьминичной Покрышкиной. Она прилетала сюда в 98 году. Всего за годы войны было получено только 2 награды трижды Героя Советского Союза. Это моему дальнему родственнику Александру Ивановичу Покрышкину, который впоследствии получил звание маршала авиации, и Ивану Никитичу Кожедубу. Этот полк был расформирован в 2002 году и перенесен в поселок Чкаловск, не так далеко отсюда. То есть он до сих пор существует. Во времена Второй мировой войны именно в этой части, недалеко отсюда, находился очень важный стратегический объект, где взлетали птенцы Геринга. Это была главная авиационная сила Гитлера. Можете себе представить, что уже в те времена эта взлетная полоса отапливалась. Главная цель сегодняшнего ролика – это показать, что достигать результата можно в любых условиях, неважно, где вы живете и откуда вы начинаете свой путь. Я отсниму тренировку в местном тренажерном зале, в школе. Она находится в подвале, я там начинал. Приятного просмотра! Точка роста. Точка роста, да, это новое направление, оно именно для сельских школ, где развивают навыки, которые помогают в современных профессиях. У нас направление идет на IT-сферу, на промышленный дизайн в основном. То есть мы занимаемся, разрабатываем различные программно-аппаратные продукты на Arduino, на Raspberry Pi. Мы, вот у нас 3D принтер, печатаем промышленный дизайн, занимаемся изготовлением различных изделий и много программируем в основном.
Вот, в других школах, в другие года открывались другие направления, такие как направление в биологию, направление в математику, по-моему, было. Но это в зависимости от года образования точки роста различные направления. Мы попали именно под IT-сферу, да, мы еще делаем игры для VR. Вот в основном такие вот у нас направления. Точка роста в поселковых, в городских программа называется немножко по-другому, но суть та же самая. Там тоже развивают современные профессии, которые востребованы, которые конкурентны на рынке труда в России. Сегодня мы тренируемся здесь, в поселке Южном, в школе. Этот тренажерный зал находится в подвале. Здесь я начинал заниматься, когда мне было 14 лет. Сегодня здесь со своим братом. Мы выросли в поселке Южном, учились в этой школе. Давай. А я здесь начинал заниматься и закончил здесь заниматься. Сегодня мы отснимем тренировку на все мышечные группы. Это будет круговая тренировка в суперсетах. В принципе, эта тренировка применима для начинающих. Для этого я позвал Максима. Он давно не тренировался. Собственно, я буду проделывать упражнения, он будет повторять. Вы увидите, что любой начинающий может повторить эту тренировку. Подожди, а если я не смогу повторить эту тренировку, они увидят, что любой начинающий не может повторить. Я думал об этом. Я думал об этом, но мы обрежем и подрежем и сделаем так, что ты ее сделал. Начинаем эту тренировку с грудных мышц. Будем делать 2 суперсета. Первое упражнение жим лежа. Макс, начинай, ты уже знаешь базу. Второе упражнение будет разведение с гантелями лежа на скамье. Ты делаешь по 12 раз. Мы делаем по 12 раз, 3 подхода по 12 раз. Средний будет от 10 до 15 раз. Первый разминочный. И потом будем добавлять вес в каждом упражнении. Бери маленькие гантели и сразу здесь разведение лежа на скамье. А я начинаю свой первый подход, разминочный. Оп. Давай самый маленький. Вот это блины так блины. Просто это, наверное, 25 килограммов. Смотрите, какой маленький. Тут же бывшая воинская часть, Я это с танка сняли, походу. С танка? Только не снимай, сколько раз я сделаю. 3, 9, 11, 26. 10-12 раз. А, ты не говорил про 10-12. Какой это вес? Вот это прикол таких подвальных качалок. Ни на блинах, нигде нету веса. Ты просто занимаешься по своим возможностям. Взял, либо поднял, либо не поднял. Если не поднял, значит не повезло. Сразу разведение. Это суперсет.
Рокки Бальбоа. Я не знаю, какой это вес, но чисто по ощущениям 200 или 220. Размялся, взял гантели поменьше. Ладно, это легко. Там песок внутри. Тренировка состоит из того, как ты разгружаешь и собираешь каждый тренажер, штанги. Да. Это уже часть тренировки. Вы сжигаете калории, когда снимаете этот блин. Поэтому всегда убирайте за собой железо. Следующие два упражнения, к которым мы перейдем, это упражнения для мышц спины, для верхней и нижней ее части. Сначала мы будем делать тягу блока к груди сидя и тяга блока к поясу сидя. Здесь на тренажерах. Макс начинает с тяги блока груди сидя. Да. Поясница прогнись. Наклон. Вот, да. Снимай, Нормально, да. Основное в этом упражнении — это держать спину в прогнутом состоянии, ягодичные расслаблены, смотрят назад и никогда не бросайте так. Ты что, аккуратно не можешь работать? Аккуратно, блин. Когда бросать вот так. Сейчас будем делать штангой тогда. Вот так. Разомнемся. Сразу поставил на разминочный вес. Ох, вот этот широкий блок. Ты чувствуешь спину по-другому. Что-то тут скидываю. Сразу разминочный вес. А, тут заело. Давай я поменьше поставлю. Преимущество таких качалок в том, что можно заниматься в том, в чем ты хочешь, или ни в чем вообще. Погнали. Как во времена Арнольда.
сделаешь видео, типа я футболку снимаю, там подставляешь другую фигуру. Я футболку снимаю, там Шварценеггер такой. Давай тоже снимем. Преимущество таких качалок в том, что можно не снимать ничего. Завтра не встану. А мышца? А ты что показываешь? Да. Все. Следующее упражнение для мышц спины. Мы будем делать жим штанги сидя. Можно делать жим гантели, можно штанги. Мы будем применять жим штанги сидя в смите. Потому что здесь есть такой тренажер. И махи гантели в стороны стоя в суперсете. Увидимся через год, если начну качаться. Каждый день себе так говорю. На самом деле забиваются. Хороший, конечно, забивается, с ним просто к тебе поставил. Просто добавляем. А вы что? Я просто взял блин, добавил, оказалось, что он больше предыдущего. Здесь основной акцент идет на локте. Поднимайте гантели усилием локтей, не кистей. Представляете, что вес на локтях. Разворачивайте мизинцы кверху и чувствуете средние пучки дельтовидных мышц. Чувствую пучок. Но не дельтовидные мышцы, да? Когда я начинал здесь заниматься, у меня не было интернета, не было возможности зайти, что-то загуглить. Интернет продавался только по карточкам, надо было купить в прессе за 100 рублей и посидеть там 5 минут, и при этом не работал домашний телефон в этот момент. Поэтому информацию было добывать негде. Здесь в зале никто не занимался, я был один, как сейчас, вы можете заметить, мы с братом пришли. И здесь вдвоем тренируемся, никого нет. Поселок небольшой, зал есть, но никто не ходит сюда заниматься практически.
Собственно, все, что я нашел, это вот этот вот зал у себя дома, который остался от моего брата. Поэтому он причастен к тому, чем я занимаюсь. Первое упражнение, которое здесь нашел и которое начал здесь делать, это сгибание на бицепс сидя в этом тренажере на скамье Скотта. Вообще, сам по себе этот тренажер очень хороший, здесь хорошо чувствуешь бицепс, он намного отличается от тех новомодных тренажеров, которые есть сейчас в фитнес-центрах, там бицепс чувствуется гораздо хуже. Вы очень сильно удивитесь, но я делал всего 3 упражнения в течение первых 2 месяцев тренировок, делал их порядка 6-10 подходов без отдыха. Я делал такое сгибание на бицепс, жим гантелей из-за головы на трицепс и разведение гантелей лежа для грудных мышц. Таких 3 упражнения без отдыха по кругу, 6-10 подходов. Лишь иногда делаю отдых между сериями из 3 упражнений. Так я занимался первые 2 месяца. Ох, посмотри, какая табуретка удобная. Посмотри, какое здесь покрытие. Удобное, мягкое, все порванное, но при этом тренажер чувствуется. Просто как здрасте. О, довольно не тяжелый. В детстве мне казался намного тяжелее. Ну-ка, давай-ка прибавим плиточек в 10. Видимо, я уже накачался. Можно завязывать, как называется, тренажер пройден. И вторым упражнением делаем французский жим лежа на скамье. Суперсет на бицепс плюс трицепс. Макс, начинай, только вес поменьше поставь. Как тут лезть, чтобы не убиться? Как тогда стать, чтобы не разбиться? Там замки-то хоть есть? Вот. Я живой. Лучше, кстати, брать за широкую. Включается при полной супинации, включается полностью 2 пучка бицепса лучше, чем когда вы держите более узким хватом. Используйте такой хват. Можешь, ну ты самое главное. Давай. Что тут делать? На этом? Да. Опять? Туда голову? Да, я уже все вытер, скамейку там чисто. Да, понятно, я же про тут дальше. Конечно, маленького роста. Я бы лучше пододвинуть. Офигеть. Все мои супер бицепсы были видны. Тут все, пошел. И выжимай. Чуть выше надо лечь, да, будет. Тяжко. Трицепс моя лучшая сторона. Хорош. В следующем поменьше посчитаем. Реально тяжко. Можно вот так сделать. Хоп. Все. Ты делал, не отвлекайся. Тренировки для начинающих. Начинайте дома на диване. Я начал уже так лет, наверное, 15 назад. Тяжек как гастарбайтера, тяжек. Кинул он. В эти все вывозите люди, не люди. Я это выдержу. О, вот эта тема. Да уйди отсюда. Вот это нормально. На 12 самое оно.
12 тысяч. С той стороны раскручиваю вот с этой. Да. Смотрите, как меняется тренажер. Раз. Там посмотри. Вот. Так. Цепляй. Это надо, наверное, вот так закрепить. Вот она дыра. Ага. Один тренажер на сгибание, на разгибание голени. Ну все, видишь, Сразу, да? А здесь надо это как-то вниз убрать. А это вот эту надо. Не-не, она здесь раскручивается, это не то. А здесь не надо И снимать. туда. Куда туда? Тут надо прям магистром инженерные На, дела сначала раскручивай. закончить, чтобы... Да не, он закручен какой. Ну то есть... Ничего. А толку его раскручивать? Нам нужна эта штука. Серьезно? Не, мы не будем это делать. До хрена делов. Мы просто тогда здесь сделаем сгибание, в том тренажере сгибания. Меняем назад. Следующее упражнение для мышц ног. Сначала мы будем делать разгибание ног сидя, разгибание голени сидя в тренажере. Качки называют это разгибание ног. Делаем здесь 3 подхода также по 15-20 раз. Потом идем в суперсете на сгибание голени в тренажере, лежа на заднюю часть бедра. Качаем переднюю и заднюю в суперсете. Поехали. Да, сидишь ровно, ягодичные не подпрыгивают. И работаешь на ноги. Просто с изоляцией, с фокусировкой сверху, паузу, напряг мышцы, плавно вниз. Потом снова пауза, плавно вниз. Ох, так хоба. Видно сразу, человек занимающийся. За пивасом тоже надо бегать. Мышцы ног хорошие развитые иметь. Так, пока он доделывает, погнали, сделаем сгибание ног лежа. Oh shit, here we go again. Фокусируемся и прожимаем. Сюда можно сесть осторожно. Будет больно. Музыка для ушей. Так, сидишь как Макс, фитнес какой-то у тебя для беременных. для рожавших, а не беременных. Ну ладно, я могу, конечно, сделать. Есть разница. Безразличие к жизни. Вот эти вот картинки вешал я в 2008 году. Шварценеггера печатал на принтере. Мой принтер, который печатает с полосами, у него было мало краски. Они до сих пор здесь висят. Здесь есть старые раритетные постеры. И все остальные повесил я. Сейчас я дополняю своими фотографиями, дарю в школе, подписал любимой южной школе. Они будут тут висеть и мотивировать других начинающих спортсменов о том, что все возможно, все реально. Я также начинал в этой качалке, также начинал в поселке Южном, в этом зале. Мне говорили многие, что отсюда не выйти, спортсменом крутым не стать. Хоть я и считаю, что им и не стал. Уехать в Америку, что все это мечты. Я всего добился. Это фотография с конкурса «Мистер Олимпия». Когда я вешал сюда Арнольда Шварценеггера,
то я представлял, собственно, вот здесь на конкурсе «Мистер Олимпия» выступает. И я представлял, что я буду стоять на той же сцене, где стоял он, на этом же конкурсе. Собственно, здесь я на ней. Я знал, что это можно добиться. Здесь он тренируется в зале Gold's Gym, здесь подписано Венес-Бич, Калифорния. Я был в том зале, тренировался. Сейчас это один из самых известных залов во всем мире. Так что все возможно, все реально. Занимайтесь, достигайте своих целей, не бросайте. Однажды этот зал затопило и его закрыли на полгода. Я начал тренироваться дома, просто качался дома. Не ищите оправданий, постоянно тренируйтесь, это вам обязательно поможет в жизни. Ставьте цели и достигайте их. Спасибо за просмотр, не буду вас больше задерживать. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии под теме, задавайте вопросы. Всем йоу, чуваки, и до скорого. Фото и видеосъемку. Ночной Калининград. Ночной Калининград прекрасен. Вечер добрый. Добрый вечер. Как ваше ничего? Вообще огонь. Вы Отлично. видеоблогер? Да. Давайте. Любите Калининград? Обожаю. Я здесь родился, вот. Как давно здесь живете? Вообще с рождения. Чкалов-Сити. Вообще. Вы из Чкаловска? Да. Служили? Не служил. Не призывали, да? Не призывали. Повестку ждете? Ждем? Повестку ждете? Не, я забронирован, вот. А, забронирован? На государство работаете? Не могу сказать, как еще. Но это приятно. А вас как зовут? Никита. Никита, очень приятно. А можно так это, Никитос? Да, хоть покитос. Как покемон, да? Покитос, покемон, там как угодно. Ну, ладненько, ладненько. Что, отдыхаете пятница? Так, где учились, в Ну, какой школе? В школе? В 35-м лицее, вот. А мы в каком? А мы в 49-м, ну здесь рядышком. Ну почти рядом, 35-49 там, да? Всего. Отличаются, блядь, ну это, в принципе, рядом. Ну, отдыхайте, да, ребят. Да мы так, что, гуляем просто. Понял. Ну давай, отдыхай, молодец. Давай, счастливо. Служи родине. Ага.